Здравствуйте, 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 мои дорогие друзья, с вами Светлана. И как вы уже догадались, ко мне пришла посылка. А вот мой номер телефона, кому интересно, записывайте. +48 795 185 660, WhatsApp, Viber и что еще, Telegram, обращайтесь. Я, конечно же, посылку распорола, чтобы время наше не терять. И начинаем распаковку. Я сама уже даже не помню, что здесь. Здесь, друзья, игрушки, которые я покупала еще, ой, конец прошлого года, январь, февраль этого года, потом март. Так, тут конвертик. Я знаю, что в этом конвертике чудо чудные, будем смотреть. Теперь что? Здесь, конечно же, подарочек. Какие-то шоколадочки. Обожаю шоколад. Не стесняйтесь, дарите мне шоколад. А здесь еще один конверт. Здесь много необыкновенной продукции, которую я купила. Вы охнете, ахнете. Так, дружочки, давайте сделаем так. Конечно, способ упаковки грандиозный. Человек, который это упаковывает, а вот здесь, сейчас уже можем даже вскрыть, одной рукой я никогда не снимала. Здесь гирлянда астероид в родной упаковке. У меня есть одна, но без чего. Электрогирлянда, где надпись? Электрогирлянда астероид. Давайте сделаем так. Я сейчас буквально, наверное, на секундочку включу паузу, вытащу все вот эти коробки на стол. Потом мы сделаем какую-то считалочку и начнем открывать. Окей. Ну вот, коробки уже на столе. Их немного. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и гирлянда. Это, конечно, подарочки. Посылка не такая огромная, как мы раньше открывали. Помните, они по объему были просто колоссальные. Но здесь и опять что-то сладенькое. Ладненько, давайте так. Для начала откроем вот эту вот коробку. Я, как ребенок сейчас в магазине с игрушками. Потому как я не знаю, не помню уже, честное слово, что мне здесь пришло. Тем более, человек, который мне отправлял, это необыкновенно щедрой души человек. И я подозреваю, что здесь будет много подарков тоже. Что-то здесь, что-то вот это давайте вытащим. Вот у меня нюх. Я моментально тут же наткнулась на подарок, друзья. Видео, конечно, какое получится, такое получится. Переснять распаковку невозможно. Как же осторожно это, солнышко, как ты это сюда запихнула? Ой, тут что-то... Короче, я догадалась. Это подарок. Я называю эту игрушку на украинском языке Ивасик-телесик. Какая прелесть. Простая такая солнечная игрушка. Посмотрите, в каком чудном она сохране. Ай-яй-яй. Единственный изъян, здесь, смотрите, утеряны лапки этого лебедя или гуся. Ивасик-телесик, он же на чем там летал? На гусе или на лебеде. Так вот, а игрушка такая есть у человека, который мне дарил. И вот срисовала размеры этих лапок, чтобы я точно могла восстановить по чертежу. Ну ты даешь, солнышко. А так игрушка просто, посмотрите, в люксе люксовом. Спасибо тебе, солнце, за подарок. Так, сейчас одну минуточку, чтобы игрушки было видно, что мы здесь достаем. А это тоже подарок. Петушок авторский. Это не винтажная игрушка. Просто мне показала вот подруженька, которая отправляла посылку. Говорит, у меня есть вот такой вот авторский петух. Хочешь петуха? Я говорю, хочу, конечно, петуха. Хорошенький.
Даже приближена технология чуть-чуть к старой советской, потому что вот здесь он мягенький. Смотрите, какой красавчик. Вот у меня есть подарки, вот авторские игрушки от Анечки. Здесь что? Трусики. Что? Трусики на вскрытие? Не поняла. Что это за трусики? Правильно я прочитала? Боже, это трупики. Трупики на вскрытие. А я прочитала трусики на вскрытие. И думаю, мама дорогая, что за намек, открывать или не открывать? Боже, ты золотой человек. Это я когда-то сказала вот этому человечку. Боже, какая прелесть. Сейчас вам скажу. Сказала, что жалко, что у меня нет ни одной убитой совершенно елочной игрушки, которую я могла бы распотрошить на камеру, чтобы мы с моими зрителями посмотрели, как же внутри устроены эти ватные игрушки. И ласточка об этом помнила. Боже, какая ты прекрасная. И вот отправила трупики. Трупики на вскрытие. Друзья, будем вскрывать? Бум-бум-бум. Обязательно бум вскрывать. И благодарить этого доброго человека, что помнила о моей мечте показать моим зрителям, как это там все внутри устроено. Что у нас дальше? Это видео будет такое какое-то сумбурное. Потом, я, знаете, последующие мы же все это не откроем в одном видосике. Я там в коробке уже приоткрою, потом попытаюсь вот эту вот бумагу вот так вот чуть-чуть, знаете, так вот поразматывать, поотрывать, чтобы и для вас был секретик, и для меня. Но чтобы вот процесс сам разворачивания был короче. Это сосулька. Так, сосульки я покупала, докупала, у меня прям беда. Помните, я говорила, так увлеклась редкими коллекционными игрушками, что совсем забыла о этих нежных, милых, солнечных сосульках. И у меня их мало, поэтому я их докупала. И опять же, человек солнце, человек праздник, который мне помогает собирать эту коллекцию, сказала, что мне много-много сосулек подарит. Говорит, зачем ты их вообще покупала? Я тебе могу их подарить, целый вагон. В общем, здесь будут сосульки, которые я покупала и которые мне подарили. Убейте меня, я уже не помню, какая из них подаренная. А это прекрасно. Смотрите, какой цвет. И с фосфорным рисунком. Ай-яй-яй, какая красота. Так, коробка. А ну-ка, а ну-ка, а ну-ка, а ну-ка, давай дальше. Следующая игрушка. Да, я вот когда следующие коробки буду распаковывать в последующих видео, я пленочки поснимаю, но сам вот этот вот процесс все-таки снимания бумаги оставлю. Вот такой вот домичек. Прекрасненький домичек в мою коллекцию домиков. Это подарок. Это точно подарок. Ой, спасибо, спасибо. Вы знаете, может, это вообще коробка? Может, она вообще вся только исключительно с подарками? Яй-яй-яй, яй-яй-яй. Коллекционеры вы, дружочки мои. Некоторые такие щедрые. Не все, замечу, но в своем большинстве подарок. Это флакон духов. В прекрасном, друзья, окрасе. Ай, да еще что? Я не ошибаюсь? Нет, чуть-чуть ошиблась. Вот такой вот у меня один есть. А этот, конечно, посмотрите, как исполнен этот флакон духов. Красота. Надо же, вот у меня чуйка работает. Открыть вот, я же не знаю, что в этих коробках. И первую коробку, которую открыла, это коробка с подарчиками. Но вот эти вот трупики, которые я прочла, трусики, я никогда не забуду. И, конечно же, эту бумажечку сохраню для истории. Трусики. Трусики для вскрытия. Так, а здесь у нас что-то маленькое, наверное, домик очередной. Вот. Те, кто любит слово каталожный, подчеркиваю, это каталожный домик. Какая простота формы. Не устану повторять. Сама собираю современные игрушки.
Но нет в них столько души, как в старых игрушках. Быть может, когда-нибудь вот эти вот современные игрушки, они будут иметь душу вот для моего внука. Все-таки я когда-то наряжу для него елку уже и современными игрушками, правда? И вот когда-то, через лет 30, 40, 50, он, конечно, получит все эти игрушки, всю мою коллекцию в наследство, наряжая елку тоже вот моими современными, скажет в сравнении с теми новыми, что, ах, знаете, вот эти вот от бабушки игрушки 90-х, 2000-х годов имеют душу, а вот эти вот, которые с конца 2000-х, такие красивые, но такие бездушные. Наверное, так и будет. А это вот медальон с цветами. Тоже игрушка находится в каталоге, в прекрасном сохране. Вот это вот подарочки. Я этот медальон пыталась купить несколько раз. Вечно что-то было не так. То сохран не идеален, то я профукала аукцион, то еще что-то. Ну, в общем. А дружочек мне говорит, есть такой медальон? Я говорю, нет. Если нет, значит будет. И вот подарила мне этот медальон, подарила этот домик, подарила этого... Ой, Ивасика Телесика с чертежом лапок. Я не могу, красавица. Все, будем приделывать лапки. А здесь надо осторожненько. Так, сосуль. Подарок, подарок, подарок. Это я точно знаю. С одной стороны сосулька прозрачная, а с другой стороны окрашена полностью. Опять же, помня о том, что я обожаю полупрозрачные игрушки, солнышко мое ясное. Я почему не называю имени? Потому что вот этот чародей-добродетель меня изначально, когда мы стали вот дружить, и она стала мне отправлять посылки, просила, пожалуйста, не называй мое имя. Вот так вот. Поэтому я слово сдерживаю, что-то крупненькое, друзья, что-то крупненькое. Слово сдерживаю и имени не называю. А хотелось бы, конечно, очень сильно, очень сильно. Но некоторые мои подписчики, только некоторые, которые ко мне обратились, этого человека уже знают и тоже очень-очень благодарны. Потому что помогла им расширить ихнюю коллекцию очень даже внушительненько. Такой игрушки, друзья, я никогда не встречала. Какая крупная, как исполнена сосулька. Я в восторге. Какая красота. Представляете, вот она вращается на елке. Ой, мне уже 100 лет в обед, и я так восхищаюсь. А представляете, глаза ребенка? Да это же вообще ни в сказке сказать, ни пером описать. Так, хоть бы не расколотить. Вот это да. Полная коробка. Сюрпризиков, полная коробка. Подарунчиков, сосулечка. Еще одна. Это вот пара к этой вот сосульке. Смотрите, тоже полупрозрачная с одной стороны, а с другой окрашена. Но не прелесть прелестная, друзья, но не чудо чудесное. Я на радости, что получила эту посылку моментально же. Это буквально вот я получила ее 20 минут назад. Сразу же включила камеру и давай снимать. И сейчас только вот подумала, что я же забыла включить дополнительный... Так, осторожно, я уже когда-то, помните, чуть флажки не выбросила. Теперь надо все проверять. На пол. А это мое приобретение. Сейчас мы его как-то откроем. Сорока. Друзья, белобока. Вот какая королевна красоты.
посмотрите. Вот тут у нее была веточка, друзья. Видите? А так веточку мы прибомбеним без проблем, друзья. А так, конечно, сорока чудненькая. Ну, фокус. Фокус. Такая редкая игрушка, а ты нам тут шалишь. Вот такая вот сорока. Видите, как мы быстренько, быстренько. Так, здесь магнитики. Борщ наш. Ну, а чей бы еще? Ой, добрый день, мы с Украины. Ну, борщ наш. Ой, обожаю борщ. Обожаю борщик. А как же иначе? Здесь спички. Тоже какие-то сувенирные. Не обышу. И еще одна игрушка. Судя по форме, сосулечка. В общем, коробка полностью оказалась с подарками. За исключением сороки, которую я приобрела. Кстати, сорок — это мое последнее приобретение. Вот, это последняя игрушка, которую я купила. Ай, красота! Как я обожаю эти полупрозрачные сосульки. Спасибо тебе, солнце. Ну, еще одна сосулька, и будем завершать, закругляться. Я здесь уберусь. Сделаю то, что вам обещала. Поснимаю вот эти вот пленки. Немножко укорочу вот эту вот бумагу, чтобы быстрее открывать. Правильно? Но, конечно, оставлю. Мне же эффект вот этот от неожиданности тоже важен. Что же. И еще одна сосулька из серии полупрозрачная и окрашенная. Я в восторге. У меня не было ни одной такой сосулечки. А теперь, друзья, у меня их 4. В разном оттенке, в разном окрасе. Ну и вот эти вот прекрасные все подарки. И Васик-телесик с чертежом красавиц. Трупики. Будем с вами их чикать и заглядывать, что же и как же там внутри. Интересно же, правда? Друзья, все, я это сейчас убираю и сажусь сделать распаковку следующей вот этой вот коробки. Но вы, конечно, подождете. Я же видео буду выставлять по чуть-чуть, по капелькам, где-то так через каждые 2-3 дня. Поэтому, кто еще не подписался, подписывайтесь. Нажимайте колокольчик, чтобы ничего не пропустить. А нас ждет распаковка советских, елочных, винтажных игрушек. Настроение такое, прямо скажем, праздничное. Пока, мои друзья.